Добрый день, с вами Аграфена, мой канал магии, колдовства, руны, гадания и таро. Сегодня у меня, как всегда, гадание по неделям, по знакам зодиака. Неделя 23-29 января. Влияние астрологических аспектов на жизнь каждого из знаков по всем сферам. Помним, что на нас каждое утро влияет Солнце, благодаря тому, что у нас сходит, мы просыпаемся. Он руководит нашим ритмом. Также есть много других влияний, планетных, кометных, планетарных. Солнце, Луна, которая влияет на внешние события, наше умонастроение, эмоции. Итак, первая половина — это рыбы, овен, телец, близнец, рак и лев. Неделя. Начинаем с рыбы. Что приносит неделя из прошлого, с чем она входит? Рыба входит с деньгами. Какая-то стабилизация произошла. Вы можете рассчитывать на эти деньги. Вы также можете, вы планируете какие-то приятные для себя денежные, может, и вложения, и покупки, и прибыль. То есть распределяете все это. По работе, по денежным вопросам у вас разногласия, возможно, что вы не разрываетесь между двумя какими-то, может быть, работами, двумя вариантами. Также это конфликты на работе, где вас уже придавили настолько, что вы не можете уступать. Также это возможно, что конфликт с самой сферой, вот в самой сфере, да, что работать, бросить работать, или и на этой ужасной работе, где там все напрягает, или выйти в свободное плавание и так далее. Либо конфликт по поводу, как зарабатывать деньги. В принципе, может быть такое, да. Шестерка жезлов, отличная карта для того, чтобы скачать на коня и решать все ваши вопросы. Вы будете получать помощь в вашем окружении. Оно к вам очень настроено, к вам, идти к вам навстречу. То есть достигнете всех ваших целей, получите все ваши какие-то документы, бумаги, поддержку. Везде попадете, куда вам надо, доедете очень быстро. То есть ваши друзья, родственники тут могут вам помочь. Позитивная карта по состоянию здоровья. Карта возврата. Какое-то далекое прошлое. Тут, по сути, карта это в целом позитивная. Особенно если вы лечитесь, восстанавливаете здоровье, то есть вы вернетесь в какое-то, да, состояние, когда вы уже там были моды, хороши с собой, хорошо себя чувствовали. Не очень хорошая карта, как раз если вы давно не занимались здоровьем, может сулить возврат всякой хроники, которые вы уже, в принципе, забыли, да, давно. Ну, такое вообще эмоциональное состояние такое, тоскливое вообще-то. Что все-таки кубки перевернутые. По личной жизни яркое событие. Для мужчин это может быть, держите в поле внимания своего соперника какого-то, кто-то крутится. Для женщин знакомство с мужчиной. Либо это ваш мужчина, который будет всеми силами привлекать ваше внимание. Тройка мечей. Ну как, рыбы бывают такие, да. Это, кстати, карта больше указывает на эмоциональное состояние такое, что физически ваше расстройство еще не вышло на тот уровень, но эмоционально уже такой печаль, грусть, какие-то обиды повсплывают. Вот оно из прошлого, какая-то тревога также. Старая какая-то больная тема в плане обиды. Овен. Овна, надежные люди кругом. Ваши планы стабильно сбываются, вы их выполняете. Особенно все, что касается вложений, финансовых каких-то планов, заработков, людей, на которых вы полагаетесь в строительстве, финансах. Новые идеи. Заработает какой-то старый нерабочий проект, к которому вы как-то пытались подойти. Теперь это все с новым рвением, с новым усилием, возможно, новые переговоры со старой фирмой или новые люди, с которыми вы будете зарабатывать деньги, либо собеседование, смена, может быть, какого-то руководства. То есть вы подходите к
к работе, которая уже к новым каким-то заработкам, на которые вы уже не надеялись. Справедливость. Хорошая карта для получения во всех казенных домах любого рода бумаг, разрешений, позитивных решений, суды, благоразумное решение конфликтов с друзьями, соседями. Такой, вы в равновесии находитесь. Справедливость. Принимайте правильное решение, что в первую очередь дает вам бонус, да, в руки все тузы. По состоянию здоровья. Состояние здоровья отличное, энергичное. Женщина, это сама женщина Овен, если вы женщина. Если мужчина, также вы весьма активный, привлекательный, интересный противоположному полу. Для тех, кто похудеть, похудение. Для тех, кто, особенно для тех, кто в сфере красоты, ставит зубы, улучшайзинг себе делает, худеет. Шикарная карта. Прям Овном попёрла. По личной жизни ситуация без изменений, практически, где вы не готовы сделать какой-то выбор, вам не советуют, особенно если вы в чем-то сомневаетесь, вам надо еще 100 раз подумать, прежде чем с кем-то сходиться или с кем-то расходиться, или кого-то выбирать. То есть чувство недовольства, есть о чем поразмышлять, пока без активных действий в личной жизни, на том же самом месте. Четверка пентаклей, тихая, спокойная жизнь, обеспеченность, экономия, может, в своем роде. Это такая вот где-то скучная, но очень надежная такая карта. Карта такой жизни. Телец. Спад активности, спад агрессии. Возможно, что вы забросили какие-то свои дела, которые требуют от вас много энергии, борьбы, уклоняетесь, уклонисты. Не хочу, не буду разбираться, не буду добиваться. Устала, ухожу, уклоняюсь. Королева жезлов. По работе яркое, интересное событие. Люди, которые будут, особенно в клиентском бизнесе, у вас появится шанс самопрезентовать себя, обратить на себя внимание. В первую очередь блистать надо чем красноречием, пыль глаза, красота, яркие какие-то выражения, то есть яркая речь. Вам удастся, особенно хороша карта, привлечь себе внимание, всем, кто работает в сфере с людьми, у кого огромное значение играет какая-то самопрезентация, красота. Вот эта сфера очень активна. По вашему социуму тройка жезлов, вы рассуждаете, каким путем пойти. Собственно говоря, строите какие-то планы, которым суждено сбыться. Не спешите. Карта говорит, что вы идете в правильном направлении, продумайте все мелочи. Здоровье. Ощущаете новый прилив сил. То, с чем вы давно боролись, то, что вы давно пытались восстановить, наконец-то вы почувствуете этот итог, что вам действительно вы восстанавливаетесь, что действительно по-новому себя чувствуете, вы выздоравливаете, даже те, кто давно и долго болел. Одна из хороших карт, то есть шанс хорошо в это время пойти вот именно проверить, убедиться в том, что у вас организм работает по-новому, возрождается. Несправедливость в личной жизни. Старший аркан, напоминаю, что тут перевернутый. Резкость, излишняя жесткость. Где-то вы сами, и в ответ вам возникает вот такая вот, может быть, даже агрессия. Жесткость неоправданная. Там, где надо мягко, вы действуете слишком жестко, несправедливо и так далее. К вам несправедливы могут быть. Это карта, где вы выходите, скажем так, из эмоционального равновесия. Все равно такая вот несуразица. Облегчение, кстати, физическое в первую очередь, моральное. И ощутите, что вам стало намного легче в плане того, что вы скинули с себя где-то какую-то проблему, которую вы отложили в долгий ящик. Где-то, может, это лишние килограммы, облегчение, где-то, может быть, какая-то болезнь, все, что касается крупных суставов, позвоночников, вдруг почувствуете облегчение. Спина, колени, тазобедренка. Так. Близнец.
Черный карта. Ну, бывает вот такое, здрасте. У близнеца какая-то непонятная несуразица. Возможно, какие-то непонятные. Что-то поломалось, исчезло, пропало. Какое-то что-то потемнело в глазах. Сейчас посмотрим, куда это все клонит. По работе. Избегайте что-либо кому-то доказывать, не входите в конфликт, бережете свои силы. Все, что касается денег. То есть не тот момент, чтобы торговаться, не тот момент, чтобы что-то кому-то доказывать. Лучше да, собраться. О, что-то Луна. Так, социум. Ну, тут перекликается черная карта. Скорее, социум, Луна. Тут уже как бы какие-то влияния и порчи, и сглазы. И люди, которые... Возможно, что эти люди сознательно вводят вас в обман по Луне. Жулики разного рода, ошибки грубые, да, когда вам приписки, какие-то ложные обвинения. Вообще тут очень внимательно надо отнестись к такому сочетанию. Подстава. Еще Верховная Жрица здоровья. Что-то то все время жаловались у меня кто? Скорпионы. Так, ну, посмотрим. Близнецы. Состояние здоровья, где вы очень чутко прислушиваетесь, ну, к своему здоровью. И тут главное прислушиваться к своей интуиции, поскольку пока не ясно, то есть ни каким-то вердиктам не стоит верить. Еще раз, в первую очередь, потому что черная карта Луна и Верховная Жрица как раз говорит о том, что сейчас главное не запрограммировать себя, да, в негатив, поскольку Верховная Жрица говорит, что особенно по здоровью. То есть все может существовать только в ваших страхах, в ваших подозрениях или какой-то дурной сон. Вот, верьте своей интуиции, обращайтесь к магии или к магам, к Верховным Жрицам, можете сами магичить. По личному всадник Пентакли перевернут. Ну, это, собственно говоря, вроде как бы возле вас мужчина, но на самом деле опираться на него нельзя, поскольку либо он не финансово нестабильный, либо он жадный, либо он все время перекладывает свои планы как-то, эти планы не работают. Либо ваши планы, если вы одинокий близнец, то есть эти люди появляются, исчезают, мужчины, это и мужчинам, и женщинам, кстати, все время что-то из-за каких-то, может быть, чисто материальных, бытовых тем не складывается. Идут какие-то в семье это затраты, какие-то необходимо решать бытовые вопросы, и все это дестабилизирует, то есть не до любви. Зато близнецам, смотрите, близнецам, несмотря на эти карты, подарок, тема приобретения подарка, все-таки, особенно если у вас есть вот сейчас какие-то решения в семье какие-то, вы пытаетесь принять с задержкой, с отложенными какими-то, вы все-таки получите, либо купите какую-то очень ценную, нужную, полезную вещь, то, о чем вы мечтали, либо вы получите прекрасную сумму под это, то есть материально тут хорошие известия. В остальном будьте внимательны, скорее самообман, да, такой. Рак. Так, у рака все стабильно, все под контролем. Получил денежку, держит эту денежку в своих клешнях и никому не дает. Как-то планируйте, куда вложить, и все это сбудется, все это будет так, как вашим планам суждено сбыться. По работе страхи. Все-таки куда же без страхов, причем страхи надуманные. То, что вы себе придумываете, на самом деле его нет, либо оно не так страшно, как вам кажется, то есть какие-то страшные собеседования, или может быть это вы думаете, что кто-то там, кого-то там закроет, все это нагнетание, или вы сами себя нагнетаете, либо вас там. Так, социум, 4 жезлов, тихая, спокойная, какая-то загородная, может быть, тишина в делах скорее. Единственным позитивным моментом
что тут может удастся? Отдых за городом, какой-то санаторий, куда-то на природу, отдыхать с людьми, в садах, на природе, это да, самое время. Чтобы продвигать активно какие-то свои дела в судах, в казенных домах, затишье. Для этого затишье сейчас. Так, здоровье, тройка мечей, да. Ну вот, пожалуйста, тройка мечей, проблемы сердца, сердечные боли возможны, тоскливое настроение, обиженка, тушурак, это очень похоже на него, на него. Возможно также, что это связано все-таки с этими какими страхами, связанными с работой. Тут же вот сердечные расстройства. На самом деле, раки, держитесь, все гораздо проще. Двойка чаш. Нет, двойка мечей. В личной жизни. Ну что, ругаетесь. Вы на грани срыва, чтобы высказать своему партнеру что-то, вот чем вы недовольны. Причем рак, он любит долго копить. А тут прямо несдержанность. Возможно, также ваш партнер тоже такой может пойти в открытую на столкновение. Также эта карта не способствует начинаниям каким-то, то есть вы штыки воспринимаете, вас штыки воспринимают. В общем, разговор не клеится, не растет кокос. Так, и конец жезл перевернутый. Что-то раком подкосило. Вы неактивны, чувствуете себя уставшим, не готовы к каким-то свершениям, чего-то добиваться. В итоге, то есть лучше на этой неделе залечь на дно, поскольку вот все себя страхами перетрухнули. И вам надо скорее отдых. Плюс у вас есть все-таки база, да, вы на нее можете рассчитывать спокойно. Не стоит себя так накручивать. Ну и такая вот все-таки неработоспособность получилась. По 200 жезлов. Львы. Наши рыжие, наши... О, лев. Деньги, новые дела, новые идеи, как заработать денег. Все, новые связи, контакты. Из этого всего будет происходить новые заработки. Все будет развиваться. По работе король Пентакли. Экономия. Денежку надо зажать, не тратить пока. Также это бережливый бухгалтер. Если вы устраиваетесь на работу, это такой жадноватый работодатель, у которого есть деньги, но вот он жмет. Будьте внимательны. Клиент-заказчик. Социум. Всадник мечей. Ну, достаточно такие очень жесткие, острые, я бы даже сказала, хейтерские какие-то столкновения с всадниками мечей. То есть это явно люди пытаются вас по-быстрому нажарить, как говорится, поставить, построить. Хотя прямой говорит о том, что у него есть какой-то смысл все-таки в его критике или претензиях. Ну, с прямым можно договориться. Это ваши, ну, такие ваши друзья, знакомые. Что лев? По по здоровью императрица перевернута. Ну, тут может быть и разлады с давлением, повышенное, пониженное. И попытка чрезмерно эксплуатировать свое физическое состояние. Хорошая карта единственная для тех, кто худеет. Не очень хорошая карта для тех, кто лечит гинекологию или борется за беременность. Обратите внимание, какой-то пониженный фон. Ну и для мужчин, опять же, что вы неправильно оцениваете свои силы. Не контролируйте себя. Здоровье, эксплуатация, давление на свое здоровье. В личной жизни какой-то сложный разговор, вы не понимаете друг друга. Хотя по этой карте все-таки вы пара. Ну вот такие вот разногласия. Эмоциональная несогласованность. Один лес, другой под дрова, одному хочется спать, другому хочется играть. И обратите внимание, недоверие, кто-то в чего-то, в ком-то подозревает. Ну и тут барыш, денежка, бабки, деньги. Денежки, презренный металл, золото и так далее. Ну что, с чего началось? Очень такая активная карта.
все-таки обратите внимание на здоровье, потому что особенно у кого там женское здоровье, женщинам на женское, а не женщинам на ваше общее состояние, давление сердечно-сосудистое, потому что лев переоценивает себя и в здоровье тоже. А с вами была Аграфена. Все мои контакты для обращения под этим видео. Пишите, пожалуйста. До свидания.